Очень крутая и очень быстрая закуска на праздничный стол. Торт из печенья. Да-да, будем готовить несладкий торт. Если интересно, продолжайте смотреть. Этот несладкий торт из печенья – своеобразный торт-салат. Закуска 2 в одном. Вы можете готовить его с разными начинками, комбинировать ингредиенты на свой вкус. Начинка из этого рецепта – это потрясающе вкусно. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко. Ленивые энергосберегающие торты без выпечки из печенья – это настоящая палочка-выручалочка, когда дело касается праздничного стола. При этом приготовить такие блюда можно настолько вкусно, что они нисколечко не будут уступать тем блюдам, на которые бы вы потратили половину дня. Так что почему бы не использовать такую вот хитрость не только для приготовления десертов, а и для закусочного стола. Сегодняшний рецепт – это несладкий торт из печенья с яйцами, крем-сыром и красной рыбой. Выглядит и на вкус по-настоящему празднично и роскошно. Напомню, что на канале есть также рецепты быстрых сладких десертных тортов. Это Наполеон из печенья ушки и обалденный тыквенный торт на сковороде. Ссылки будут в описании. Возьмите 350-400 граммов несладкого печенья, у меня это 24 штуки, 200-250 граммов красной рыбы слабосоленой, 2-3 стебля зеленого лука, одну упаковку крем-сыра на 180 граммов, 3 столовые ложки жирного йогурта или сметаны, 4 яйца, соль, перец. Для украшения буду использовать лимон и немного зелени. Для своего торта я буду использовать несладкое галетное печенье со щедрым слоем разнообразных семечек сверху. Во-первых, это выглядит очень круто, фактурно, не нужно будет украшать торт сверху, это опять-таки экономит время на приготовление, а во-вторых, семечки придадут дополнительный вкус и сделают более интересной текстуру готового торта. Если в ваших краях такого печенья нет, то можно заменить их простыми солеными крекерами. Кстати, напишите мне в комментариях о том, в ваших краях продается ли такое печенье, покупаете ли вы его, любите ли вы его или, возможно, вы его видели, но ни разу не покупали. И этот рецепт станет поводом с ним познакомиться. Подготовьте ингредиенты для начинки несладкого торта. Нарубите стебли зеленого лука. Мне нравится сочетание слабосоленой рыбы с зеленым луком, но если вам больше по душе комбинация с укропом, используйте его. Нарежьте слабосоленую рыбу. Нарежьте ее ломтиками около 5 мм толщиной, срезая с кожи, если она есть. Я использую красную рыбу, голец, и засолила я его сама. Он не такой жирный, как, например, семга, и более мясистый. Его вкус интенсивнее. В целом для этого рецепта вы можете использовать любую красную рыбу, слабосоленую скумбрию или просто селедку. Каждый ломтик рыбы нарежьте кубиками размером около 5 мм. Кстати, если вы будете готовить такой несладкий торт из печенья со скумбрией или селедкой, я бы посоветовала использовать не зеленый, а красный лук. Яйца отварите вкрутую и остудите в холодной воде. Это можно сделать и заранее, если так вам будет удобнее. Вареные яйца очистите от скорлупы. Отправляйте яйца в чашу блендера, в которой мы будем готовить крем для несладкого торта. Добавьте немного соли и перца. Помните, что в крем-сыре уже содержится соль, поэтому лучше сперва посолите немного, отрегулировать вы сможете потом. Отправляйте к яйцам крем-сыр и жирный йогурт. Если жирного йогурта у вас нет, используйте сметану жирностью 15%. А теперь тщательно пробейте соус блендером, чтобы измельчить яйца и добиться максимальной однородности. Крем получится не очень густым, так и должно быть, ведь он должен хорошо пропитать и размягчить печенье. Если у вас крем получается гуще, чем на видео, добавьте еще немного йогурта или сметаны. Соберем несладкий торт. Застелите доску пищевой пленкой и выложите на нее четверть печенья плотным слоем. Сверху печенья распределите четверть крема. После пропитки печенье слегка разбухнет и все кусочки схватятся в единое целое. Сейчас очень хорошо видна консистенция крема. Поверх крема распределите треть нарезанной рыбы и посыпьте третью зеленого лука.
Далее следует опять слой печенья. Уложив его, слегка надавите сверху, чтобы рыба как бы вжалась в крем и внутри не осталось пустот. Так печенье лучше пропитается и торт схватится. Повторите слои начинки еще дважды. После того, как вы уложите сверху последний слой печенья, это будет 4-й слой, у вас останется еще четверть крема. Ее переложите в баночку и уберите в холодильник. Сверху торт этим кремом смазывать не нужно. Деликатно придавите собранный торт и заверните его в пищевую пленку, чтобы он пропитался максимально равномерно. Не забудьте хорошо упаковать края, чтобы они не подсыхали и крем не заветривался. Уберите торт в холодильник на ночь. После пропитки приступайте к декорированию. Лимон разрежьте напополам, нарежьте половинки тонкими кусочками. Пришло время развернуть несладкий торт, который пропитался хорошо, но при этом он держит форму, держится единым целым. Аккуратно переложите его на блюдо для подачи и извлеките пленку из-под дна. Оставшейся четвертью крема щедро смажьте бока торта, загоняя крем в полости у краев. Боковины получаются красивыми и аккуратными. Завершите декорирование, отделав бока ломтиками лимона. Можно оставить торт так, а можно добавить немного зелени. Она придаст свежести. Посмотрите, какой красавчик получился. На праздничном столе будет смотреться супер. Друзья, не забывайте подписаться на мой канал, если вы еще не со мной. Впереди еще очень много вкусного, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк этому видео, чтобы его себе сохранить и показать мне, что оно вам понравилось. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».